Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также появился новый закрытый канал на Бусти. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда слева. Сейчас появится окошечко с QR-кодом, куда вы можете перейти за подписку всего в 299 рублей в месяц, смотреть шок-контент, которого вы не увидите здесь, на YouTube-канале. Что такое шок-контент? Там вся правда о Владимире Путине и о том, кто он такой на самом деле. Как сейчас проходит война России с Украиной и когда она закончится? Почему недопереворот Пригожина вообще случился и для чего это было сделано, с какой целью? И о том, кто такой Иисус Христос и существовал ли он на самом деле, что такое религия и церковь в более широком, глубоком понимании этого слова. Заходите, будет интересно. Также у меня появился телеграм-чат, где мы общаемся с подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который посоветует мне, какой расклад нужно сделать на YouTube-канале или на Бусти. Заходите, будет интересно. Также у нас сегодня с вами карты Девиан Мун, Безумная Луна, и мы делаем расклад на Мэрилин Монро. Лучезарная блондинка и секс-символ 50-х. Прелестная Мэрилин Монро, имя при рождении Норма Джин, была хоть и невероятно красивой и желанной женщиной для всего мужского окружения того времени, однако человеком весьма несчастным. Если окунуться в ее биографию, то мы заглянем в самые глубокие раны маленькой девочки, брошенной буквально на произвол судьбы с раннего детства. Загадочная смерть Мэрилин Монро и сегодня, спустя 61 год, будоражит внимание общественности. Мэрилин нашли мертвой 5 августа 1962 года в собственной спальне. Ей было всего 36 лет. Официальная версия – передозировка препаратами, которые она принимала. Но что же случилось в действительности и почему смерть не освидетельствовали в 12 часов ночи, когда якобы домработница обнаружила труп, а лишь через 4 часа? И как убийство Монро связано с братьями Кеннеди? Здравствуйте, карты. Для начала мы посмотрим характеристику личности этой женщины. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Мэрилин Монро. Каким человеком она была? Каким человеком ее видела Вселенная? Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Мэрилин Монро. Каким человеком она была? Каким человеком она была? Характеристика личности Мэрилин Монро. Каким человеком она была? Все мы привыкли видеть ее лучезарной блондинкой, но какой она была на самом деле? Каким человеком была Мэрилин Монро? Девяточка жезлов. Что такое девятка жезлов в безумной луне? Человек пришел на вечеринку, на нем маскарадный костюм и маска, под которой он скрывает свое истинное лицо. На ней всегда и всю жизнь была маска радости, маска какого-то счастья, маска какой-то какая-то улыбка, да, на лице. Даже когда она ходила на какие-то вечера, на какие-то баллы, на какие-то вечеринки, да, что там было в 50-е, ну, то есть у нее всегда была улыбка на лице, однако это не выражало ее истинную суть, потому что посмотрите на самом деле на лицо человечка, который грустит, который находится в апатии, в депрессии, да, у которого все жезлы потухли, и только один огонечек надежды в душе где-то далеко горит, да, и обвит лавровым венком, то, что на самом деле может быть все будет нормально еще, но на самом деле нормально никогда в ее жизни не было. У нее всегда были какие-то разочарования, какие-то потери, и ее, возможно, не любили такой, какая она есть действительно в глубине души, да, и она показывала всем, что она улыбается, что ей хорошо, что она счастлива. Человечек на самом деле лысый полностью, да, лысый и босой. Босой человек говорит о том, что человек не очень любит выходить из собственного дома, да, хочет быть вроде как хочет быть с людьми, но хочет быть в то же время в одиночестве. Человек постоянно хочет находиться в зоне собственного комфорта. Босые ноги говорят о том, что человечек, ну, босыми ногами мы ходим по дому, да, по теплому полу. И лысая голова нам говорит о том, что человек уязвим перед внешним миром. Это уязвимость. У человека нет рук, мы не видим их, по крайней мере, да, на этой карте. Почему? Потому что у человека завязаны руки. Не может человек делать все то, что он хочет. Как мы привыкли с вами что-то брать руками, да, что-то хватать, я не знаю, кого-то трогать, кого-то гладить, да. Наши с вами руки делают все то, что нам нравится, то, что нам хочется. Но у человека здесь, на этой карте, нет рук, поэтому она не может делать все то, чего бы ей хотелось. Руки ее связаны, и, возможно, ей кто-то манипулирует, как вот этой вот куколкой, да, на веревочках.
Поэтому Мэрилин очень часто была вот такой вот грусти, вот такой вот депрессии. Девятка, второе, это не переход в новую жизнь. Я всегда об этом говорю, да. Девятка – это период стагнации, когда мы застыли, застряли в собственных страхах, в каких-то собственных отчуждениях, да, каких-то собственных мыслях и фантазиях, и мы не можем двигаться вперед. Десятка вторых, хоть и бывает порой болезненный, однако это переход в новое, в лучшее. Но девятка – это всегда период, когда мы стоим на месте и не движемся. Невозможность двигаться дальше, еще и не имея при этом рук, являясь лысым человеком, не буквально, конечно, да, являясь уязвимым перед этим миром, это, конечно, очень-очень страшно. Это ее характеристика личности. Следующий вопрос. Что произошло в день смерти Мэрилин Монро? Что произошло в день смерти Мэрилин Монро? Карты покажите нам, пожалуйста. Что произошло в день смерти Мэрилин Монро? До ее смерти, конечно же, да, может быть, она с кем-то разговаривала, о чем-то думала. Что произошло в день смерти Мэрилин Монро? Что произошло в день смерти Мэрилин Монро? Мгм. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что Мэрилин была глубоко обижена, задета женщиной, да, именно в любовной сфере почему-то. Здесь показана пятерочка кубков и четверочка жезлов, да, первые карты, и восьмерочка кубков, собственно говоря, несмотря на то, что восьмерочка кубков является вроде как женской картой, и на карте изображена женщина, однако это не значит, что женщина от кого-то отказывается. О чем здесь речь вообще? Ну, во-первых, у Мэрилин часто менялось настроение. Мы видим по двоечке мечей, да, это либо двойственный знак зодиака, да, это либо часто меняется настроение, человек попадает в депрессию, тут же у человека стадия мании, да, очень смахивает на биполярное расстройство личности. По двоечке мечей это человек не может ужиться со своим «я», и со своей женской и мужской стороной примириться, да, то есть человек действительно может быть двойственным знаком зодиака, в основном здесь проходят близнецы очень часто, которые не могут друг с другом наладить контакт, человек не может внутри себя наладить контакт со своим черным и со своим белым, и когда у человека начинается приступ депрессия, если это биполярное расстройство, да, я этого не утверждаю. Мы, кстати, посмотрим, какие у него были расстройства личности и были ли они вообще, то человек начинает кому-то звонить, на кого-то кричать, что-то доказывать, да, особенно если это близнецы, особенно если это женщина, такой достаточно тяжелый знак, потому что первые 5 минут тебя могут любить близнецы, да, вторые 5 минут там тебя могут ненавидеть, грубо говоря. И вот как раз у нее был разговор с человеком, с которым у нее был либо какой-то союз, либо какая-то интимная связь, да, по четверочке жезлов. Четверка жезлов – это человек, который встречался какое-то время с ней, но тут же после встречи отказывался от ее любви и от эмоций. Здесь человечек отказывается от кубков, отказывается от любви, отказывается принимать ее натуру. Да? С ней человек был какое-то время, однако человек как будто бы чувствовал себя связанным по рукам и ногам, находясь с ней в каких-то любовных отношениях. И отказываясь от отношений с человеком, ну, соответственно, он хотел, чтобы она исчезла, да, из ее жизни. Это был какой-то мужчина. И после этого королева мечей. Королева мечей – это воздушный знак зодиака, опять-таки, да, и вполне возможно, что она была либо весами, либо близнецами. Воздушный знак зодиака, и здесь королева мечей у нас обиженная. Посмотрите, королева мечей плачет и хочет обидеть в ответ. Почему? И как я это вижу, у нее меч, и меч окровавленный. Чем-то она этого человека уже задела, с которым встречалась и который хотела от нее избавиться. И после того, как в тот день, в день ее смерти, у нее опять начались, ну, грубо говоря, сдвиги по фазе, да, то есть у нее началась какая-то агрессия на этого человека, она решила с ним поговорить. Возможно, она ему позвонила. Но то, что она с ним разговаривала, это точно, потому что пятерочка кубков говорит о том, что она на него как-то кричала, как-то его порицала, что-то ему говорила, а он не хотел ее слушать. Он чувствовал себя каким-то
мальчиком рядом с ней. Мальчиком в каком плане? В том плане, что она его чему-то учила, что-то говорила ему, как-то присела ему на уши, и вот она с ним ругалась. Она с ним ругалась как раз-таки в состоянии вот этой депрессии, да, у нее была депрессия, она, возможно, ему позвонила и начала ругаться вот с тем человеком, с которым у нее был союз, с кем она встречалась, который от нее решил отказаться и который чувствовал себя скованным по рукам и ногам вместе с ней. Да, какой-то пентаклик он получил, какое-то наслаждение, какое-то удовольствие находясь рядом с ней, но это удовольствие заканчивается рано или поздно, потому что Луна у нас уходящая. Человек хотел уйти из этих отношений, но она не хотела, и поэтому она его как-то порицала, как-то ругала, по пятерочке кубков как-то не давала ему прохода. И вот как раз с этим человеком у нее был разговор в день ее смерти. Королева мечей доказывает нам, что это обиженная женщина, которая хотела уколоть в ответ. Ей сделали больно, и захотела сделать больно она. Это то, что было в день смерти Мэрилин Монро. Телефонные звонки. Кому звонила Монро за несколько часов до смерти? Ну вот, возможно, этому человеку, да, как раз. Кому звонила Монро за несколько часов до смерти? Потому что нашли телефонные звонки, она кому-то звонила, но судмедэксперты, да, и все, кто вот проверяли там вот эти звонки, да, кто там проверял, полиция, да, наверное, проверяла, честно говоря, не знаю, но вот эти телефонные звонки, их не раскрывали, кому она звонила. Кому звонила Мэрилин Монро за несколько часов до смерти? Кому звонила Мэрилин Монро? Очень, кстати, такая, я не скажу взбалмошная натура, я скажу то, что очень переменчивая такая натура, несмотря на лучезарную улыбку на экране, очень была тяжелая женщина, вот в отношениях, по крайней мере, да, я вижу. Телефонные звонки. Кому звонила Монро за несколько часов до смерти? Так. Ну, какому-то императору, с кем была в давно подвешенном состоянии, скажем так, да, император здесь восседает у нас на троне какой-то главный человек, либо в ее жизни, либо в стране, да, главный человек, император вообще говорит о власти, да, о том, что человек из власти. Император еще показывает тирана, макиавеллиста. Макиавеллизм – это понятие как раз-таки в политике, когда человек очень жесток, да, во власти, проявляет себя очень жестко, или проявляет себя очень жестко в отношениях с ней. То есть для нее он был императором. Даже если это был не Кеннеди, даже если это был не президент, кому она звонила в эту ночь или за несколько часов до смерти, да, он для нее был императором, главным человеком в ее жизни. И он ее вот как этого золотого бычка, красного бычка, подмял под себя, и она вот была под его контролем. Она все ждала, когда плоды ее труда дадут какие-то результаты, да, то есть она старалась, видимо, быть рядом с ним, с этим человеком, но ее старания не увенчались успехом, потому что повешенный, да, она выжидала достаточно долгое время, повешенный висит, но толком на самом деле ничего не делает, да, она просто ждала у моря погоды, и когда же, наконец, ее принц возьмет ее за руку и скажет: все, ты будешь со мной навеки, да, часы показывают то, что достаточно продолжительное время она находилась в подвешенном состоянии вот в этих отношениях с императором, и долго ждала плодов своего труда, когда они наконец дадут плоды. По троечке кубков они познакомились на какой-то вечеринке, где вот их как раз-таки вместе унесла на дно вот эта рыбина, да, то есть поток каких-то чувств, который не должен был случиться. И достаточно давно она его уже знала, да, то есть на момент телефонного разговора она уже знала его какой-то продолжительный период времени. Еще карта звезда здесь говорит о том, что если ты хочешь что-то взять, ты должна что-то отдать. И вот она думала о том, что, находясь в отношениях с ним, она отдала очень много для него, но он не отдал для нее ничего практически, да, потому что здесь звезда льет из кувшина воду обратно в озеро. Это отдавать свои чувства туда, где они и так переполнены, а тебе взамен ничего не дают, кроме, ну, возможно, какого-то небольшого внимания, да, какого-то небольшого знака внимания. Так вот, познакомились они с ней, как я уже сказала, на какой-то вечеринке, и они, кстати, говорили об этом почему-то в этот день, да, в день ее смерти, и говорили о том, что
она, вернее, говорила о том, что она устала ждать, что она очень долго борется за их отношения. Двоечка жезлов, карта борьбы, карта вытащить из сухой земли чеснок всеми правдами и неправдами, когда это уже невозможно. И она борется за их отношения, что она давно находится в повешенном состоянии, и, мол, давай, что мы будем с тобой делать, да, но император, как мы уже увидели, на первом раскладе, да, не хотел продолжения банкета, не хотел продолжения отношений, хотел избавиться от этого человека. Вот такой телефонный разговор был за несколько часов до ее смерти. Хорошо. От чего умерла Монро? Вот это главный, наверное, вопрос, да? От чего умерла Мэрилин Монро? От чего умерла? От чего умерла Мэрилин Монро? От чего на самом деле умерла Мэрилин Монро? От чего умерла Мэрилин Монро? Опять карта любовников вышла, да, несчастной любви, плоды, плодов эта любовь, эта связь ей не дала. Здесь об этом говорится, из-за Иерофанта она умерла, да. Здесь на самом деле замешан какой-то иерофант. Кто такой иерофант? Это мнимый гуру, инфо-цыган. Это человек, который, возможно, не имеет настоящего образования медицинского, да, или какого-то там образования любого другого, да, но вообще по иерофанту проходит священнослужитель, мнимый гуру, человек из власти, человек, священник, да, возможно, который притворяется тем человеком, ну, он не тот, за кого себя выдают на самом деле, да, и человек-иерофант, у него есть свои последователи его культа, вот эта марионеточка в кармане, это как раз последователи культа иерофанта. Иерофант, кстати, может здесь не являться человеком, он может являться рептилоидом, потому что посмотрите на его когти, да, он молится каким-то своим богам, у него крабовые клешни, краб – это отсылка ко всему темному и нехорошему в «Безумной луне», ну и вообще в картах Таро, да, это отсылка к каким-то темным силам. Вообще, в классическом понимании здесь в «Безумной луне» иерофант – это мнимый гуру, инфо-цыган, человек, который залечивает, человек, который лечит неправильно, возможно, не имея медицинского образования. Это человек, ну, для примера, вот возьмем блогеров, да, которые у нас есть сейчас, инфо-цыгане, которые у нас есть сейчас, блогеры, которые учат женщин рожать дома, не имея при этом медицинского образования, а женщины спокойно их слушаются, да, то есть рожают дома. Ну, как бы блогеры не имеют медицинского образования, они не имеют права обучать людей рожать дома детей. То есть, не зная при этом, как это нужно делать правильно, но при этом берут за это деньги, да. И вот как раз этот иерофант ее погубил. Тут ощущение, что она как отбивается от этого человека, да, но здесь было как применена какая-то сила, потому что восьмерочка мечей говорит о том, что она не чувствует себя в безопасности в собственном доме. Она как будто бы хотела сбежать из собственного дома, но иерофант ее опередил и что-то сделал, да. Вот что мы сейчас узнаем поподробнее, да, из-за чего она умерла. Во-первых, из-за привязанности к своему любовнику, но убил ее не любовник. Убил ее какой-то другой мужчина, какой-то иерофант. Причем очень долго он как-то был с ней связан. Вот этот иерофант как-то был долго связан, как-то то ли работал он, то ли работал над ней, да, то ли как-то был ее врачом, да, то есть работал с ней, да, как-то вот с Мэрилин Монро он как-то был связан. И такое ощущение, что играл на ее вот эмоциях, на ее чувствах. Здесь игра на эмоциях, на чувствах может показывать психотерапевта, психиатра, человека, который имеет доступ к ее голове, да, к ее чувствам, разговаривать с ней о каких-то чувствах. Вот это как раз-таки может быть врач, психотерапевт, который с ней работал. Долгое время с ней работал, и она не чувствовала себя в безопасности в своем доме. Он как-то проник в ее дом, потому что был вхож в ее дом, да. Но это не тот человек, которому она звонила за несколько часов до своей смерти. Это не тот человек, где любовь ее, да, плоды не дала никаких, никакие плоды, любовь к этому человеку ей не дала. Она думала, что они будут вместе, а это была просто связь.
связь, причем какая-то грязная связь, нехорошая. Змея кусает человека, и здесь говорится, ну, как отсылка к Библии, да, о том, что Ева согрешила. Так вот, этот человек, этот Иерофан был вхож в дом, и он каким-то образом причастен к тому, что вот умерла Мэрилин Монро. Она доверяла ему свои чувства, свои эмоции, он долго работал с ней, но когда он проник к ней в дом, она не чувствовала себя рядом с ним в безопасности. Он что-то ей сделал, причем она понимала то, что он ее убивает. Но убил он ее вот как раз вот из-за этого любовника. Вот почему-то вот здесь вот причастен как раз вот этот любовник, которому она звонила. Может быть, он нанял как-то этого Иерофанта, да, или что? Каким образом, каким именно образом убили Мэрилин Монро? 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 И смерть, да? Что-то переделали, поделали, сейчас, секундочку, друзья мои, паш пентаклей, паш мечей говорит о слежке, о том, что проследили и что-то как будто бы дали, да, тут умеренность, тут карта рефлексии у нас, думать о чем-то, загоняться на чем-то, да, на почве чего-то. Тут она загоняется на почве своего детства. Тут карта рефлексии, загоняться на почве своего, вот на своем детстве. В этот день, в день своей смерти, она почему-то очень часто думала о том, что происходило с ней в детстве. Заблудшая детская душа, да, здесь у нас показана. И карта рефлексии, карта умеренности говорит о том, что переливать из пустого в порожнее, постоянно думать об одном и том же, думает об одном и том же, да. И здесь некий паш пентаклей, который следил за ней. Паш пентаклей — это как раз вот этот мнимый гуру Иерофант, да. Почему здесь он показан пажом? Потому что на самом деле он не обладал всеми теми знаниями, да, которые он ей якобы вот, ну, он представился ей как психиатр, психотерапевт, там, я не знаю, да, но он не обладал всеми теми знаниями, какие на самом деле преподнес Мэрилин Монро, да, и он как-то отследил ее измененное состояние. Понимаете, это было в состоянии, когда она была под препаратами, возможно, да, тут измененное состояние человека. Человека меняют состояние человека. Что-то с ней случилось, когда она была в измененном состоянии. Возможно, он дал ей какую-то не ту пилюлю, да, какую-то не ту таблетку, но он однозначно был в ее доме в день ее смерти, прямо вот незадолго до ее смерти. Он отследил ее измененное состояние и дал ей что-то. Такое ощущение, что он дал ей какую-то пилюльку. Такое ощущение, что закинул ей эту пилюльку, вот она была как раз решающую роль какую-то сыграла, да. Но она поняла, у нее хоть и было измененное состояние, но она поняла, что ее хотят убить. И пришла, соответственно, смерть, да. Почему-то она с ним долго в этот день разговаривала. Вот она разговаривала с ним о своем детстве. И он как-то ей что-то дал. Возможно, чтобы ее успокоить, да, у нее было такое надрывное состояние, доходящее рефлексии, доходящее до ипохондрии, она что-то себе накручивала и про свое детство. Он отследил это состояние, дал ей, возможно, какую-то таблеточку, какую-то пилюльку, что изменило ее состояние и привело к смерти. Здесь именно отравление. Понимаете, здесь отравление какими-то препаратами, какими-то веществами. Причем эти вещества, так интересно, но здесь пентаклик у нас такой полупрозрачный. Понимаете, здесь нет граней. Вот как на других картах пентаклей, здесь нет граней. И это может обозначать, что пентаклик такой невидимый. Пентаклик такой очень... как объяснить правильно, как будто бы его вот не видно. Он ей дал, но он знал, какой препарат дать, чтобы вот не было понятно, что это как ее отравили, понимаете? Вот как-то так у меня идет. Здесь отравление однозначно измененное состояние человека, при котором она
как раз-таки приходит к 13-му старшему аркану, к смерти. Вот об этом здесь как раз-таки речь об отравлении. Но она не сама напилась таблеток, ей дали эти таблетки после того, как вот она поговорила с этим человеком, да. Почему ее убили все-таки? Почему убили Мэрилин Монро? 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 Я вам скажу так, друзья мои. Здесь детская карта опять выходит, да, беременная смерть и троечка жезлов, человек ждет ребенка. Человек ждет ребенка и превращается в женщину, в королеву кубков, да, в любимую женщину. Ну, как обычно, когда женщина ждет ребенка, она, как правило, рожает от любимого человека, как правило, да, я не говорю, что всегда, и становится такой любимой женщиной, да, такой сладкой женщиной. Самая красивая женщина — это беременная женщина, особенно когда она родила ребенка, вот она становится любимой женщиной. Она несет свой кубок в новую жизнь. Новая жизнь — это десятка мечей, пусть десятка мечей такая страшная карта, но десятка мечей — это переход от старого к новому, пусть с какими-то страданиями, пусть с какой-то болью. Это, кстати, тоже может обозначать боль физическую при родах, да. Здесь человек был беременный, то есть женщина была беременна, но этого, конечно же, нам не сказали. Троечка жезлов — это я жду, когда плоды моего труда созреют, когда мой ребеночек появится, да, и, возможно, тогда он обратит на меня какое-то внимание, да, то есть, но ребенок заблудший на карте, да, это семерочка жезлов, и, возможно, как раз не о своем детстве она говорила с психотерапевтом, я сейчас поняла, да, вот мы сейчас выкладывали с вами карты, а, возможно, об этом неродившемся ребенке. Здесь заблудший ребенок, который либо не появился на свет, либо которому применяли физическое насилие в детстве, который не знает, куда податься, он бежит и не знает, куда податься, он в смятении, ребенок в смятении. И вот здесь ребенок не родился. Карта смерти — это карта нерожденного ребенка, да, смерть беременная здесь. Смерть губит свое собственное дитя, поэтому ребенок умер в утробе. Она не успела перейти в новую жизнь, в десятку мечей, не успела стать матерью и подарить свою любовь новой жизни, скажем так, да, она несет кубок любви к новой жизни. Она на самом деле думала, что он ее полюбит, что он ее примет после того, как у нее родится ребенок, но она почему-то не могла, не то, что не могла иметь детей, она могла забеременеть, но почему-то ее попытки забеременеть не увенчивались успехом до конца, да, то есть она прекрасно знала, что она, наверное, не сможет родить этого ребенка. Вот здесь какая-то темная луна замешана, возможно, договор с темными силами, да, ей очень грамотно, знатно манипулировали какие-то верхушки, какие-то темные силы, и она прекрасно понимала, что, возможно, вот ее убили как раз из-за этого ребенка. Во-первых, ее убили за ребенка, потому что тот самый, возможно, это был Кеннеди, да, с кем она разговаривала, тот самый Кеннеди не хотел этого ребенка. Это во-первых. И он знал о том, что она беременна. Это во-первых. Во-вторых, она была связана с какими-то темными оккультными силами, которые подписали с ней договор. Темная луна — это темные силы, и она не могла иметь детей по договору, как я понимаю. Но она забеременела, и она все-таки ждала, когда родится ребенок на свет. Однако она понимала, что, возможно, он не родится, он не появится на свет, но она не знала, что ее убьют из-за этого ребенка. Вот как раз убили ее из-за того, что, как ни странно здесь, да, из-за любовника, из-за ее, и из-за того, что она забеременела. Она была беременна в момент убийства, но не смогла стать матерью. Были ли у Монро психопатические отклонения? И какие? Были ли у Монро психопатические отклонения? И какие? Были ли у Монро? Это такой вопрос, просто как бонус. Были ли у Монро психопатические отклонения и какие? Были ли у Монро психопатические отклонения и какие?
То, что передается по наследству, да, то, что возвращается. То, что возвращается от какой-то женщины, от королевы жезлов, от феминистки. Возможно, женщина была одна, возможно, женщина одна воспитывала ребенка, да, это как раз говорится, возможно, про ее мать, которая одна тянула ребенка, да, но потом вот с ней что-то случилось с ее мамой, да, как раз у нее приступ шизофрении потом случился, ее положили в психиатрическую лечебницу. Вот то, что возвращается по кругу, то, что по колесу сансары возвращается тебе от какого-то твоего родителя. Мгм. Здесь еще расстройства, связанные на сексуальной почве, да, почему? Потому что здесь говорится о тирании в детстве, о том, что над ней совершали сексуальное насилие. Сексуализированное насилие как раз говорит о том, что расстройство было тревожно-депрессивного характера, и еще человек страдал мизантропией. У нас здесь двоечка, верховная жрица. Верховная жрица говорит о человеке мизантропии, как бы она не любила быть на публике, как бы она не любила улыбаться людям, мизантроп – это человек, который ненавидит общество людей, занимается человеконенавистничеством. И вот это как раз-таки карта говорит о наличии мизантропии. Наличие у человека каких-то заболеваний, передающихся по наследству по женской линии, женщина, которая тянула ее какое-то время, ну, небольшое время какое-то, да, двоечка жезлов, это говорит о том, что она как-то недолго ее тянула, то есть Мэрилин Монро, да, и здесь была тирания жесткая, тирания, и карта повешенного говорит о физическом насилии, о применении физического насилия, сексуализированном насилии. То есть, да, у нее были психопатические расстройства, тревожно-депрессивного характера, расстройства, передающиеся по наследству, вплоть до шизофрении от матери, и, конечно же, у нее были проблемы, связанные с сексуальным характером, сексуального характера проблемы, хоть она и была очень сексуальной женщиной, хоть она и хотела к себе какого-то повышенного внимания, она обладала вот этой мизантропией, когда ко мне не подходи, я тебе ничего не дам, и ты от меня ничего не получишь. Двоечка жезлов, двойка, второй старший аркан, извините, говорит о том, что человек мизантроп, человек не любит находиться в обществе других людей, но на ней всегда маска, она всегда улыбается, однако она ненавидит людей из-за того, что происходило с ней в детстве. В особенности она почему-то ненавидела мужчин, и, возможно, тем самым то, что она привлекала к себе мужчин своей сексуальностью, своей женственностью, она хотела как-то им мстить, понимаете, за то, что происходило с ней в детстве. Но в детстве однозначно с ней происходили действия насильственного характера. Ну и то, что передается по наследству. Убийства братьев Кеннеди и Монро как-то связаны и как? Убийства братьев Кеннеди и Мэрилин Монро как-то связаны и как? Потому что братьев Кеннеди потом убили через несколько лет, да, сначала старшего Кеннеди, потом младшего Кеннеди, после убийства Мэрилин Монро. По-моему, старшего Кеннеди убили в следующем году, после смерти Монро. Убийства братьев Кеннеди и Монро как-то связаны и как? Тот же самый Иерофант вышел, да? Да, все вернулось. Им все вернулось. Интересно. Им все вернулось от какого-то человека, который скрывался за маской благодетеля для этих братьев. То есть эти братья, они знали этого человека. Тот, кто заказал их, это не он, конечно же, убил, да, это убил другой человек, но заказал этих братьев Кеннеди, тот самый человек, который когда-то убил Мэрилин Монро.
Это интересно очень, да, и связано, да, связано, это тот же самый человек, который притворялся и за маской совершенно другого человека делал вот эти пакостные дела, да, то есть убил сначала Мэрилин Монро, а затем произошло убийство как раз-таки братьев Кеннеди, да. Незаконченные начинания, начинания, не заканчивающиеся успехом, здесь карта туз жезлов у нас, да, и карта королевы жезлов, говорит о том, что здесь некая женщина не стала матерью, да, это, скорее всего, мы как раз-таки говорим о Мэрилин Монро, да, и тот человек, который как раз-таки убил Мэрилин Монро, женщину, которая не стала матерью, заказал братьев Кеннеди. Интересно очень, вот про этого человека можно даже сделать отдельный расклад, если захотите, да, потому что этот человек не тот был, кем, за кого себя выдавал на самом деле, да, кем он на самом деле являлся в этой жизни. И да, связано, потому что им все вернулось, все возвращается по кругу, и тот же самый человек их заказал, понимаете? Или тот же самый человек, или человек, состоящий в прямой связи вот с тем человеком, который убил Мэрилин Монро. Понимаете? Этот человек был связан с убийством женщины, которая не стала матерью. Не заканчивающиеся начинания. И карта феминистки. Человек не стал матерью, да? Как не старалась она всю жизнь стать матерью, она матерью не стала. В этом виноват Иерофант, который скрывался за маской. И братьям Кеннеди все вернулось обратно. От этого самого Иерофанта, который заказал их. Для чего-то это было ему выгодно. И вот об этом нужно будет сделать отдельный расклад. Посещала ли душа Монро, буквально еще 2 вопроса, посещала ли душа Монро этот мир уже в другом теле? Посещала ли душа Мэрилин Монро этот мир, но уже в другом теле? Посещала ли душа Мэрилин Монро этот мир? Посещала ли душа Мэрилин Монро этот мир, но уже в другом теле? Посещала ли душа Мэрилин Монро этот мир? Но уже в другом теле. Нет. Нет, здесь говорится однозначно нет о том, что душа не посещала этот мир в другом теле, да, верховная жрица, повешенная еще очень долгое время, душа будет скитаться, и когда душа переродится, она снова заключит договор с темными силами. Здесь говорится об этом. То, что душа где-то находится на дне, где-то прячется, да, обнаженная душа, душа в состоянии повешенного, и есть еще время для того, чтобы появиться на этот свет, да, и двоечка говорит о том, что пока не время, но когда будет время, она снова заключит какой-то договор с темными силами, и вот здесь снова женщина хватается за животик, это значит, что снова ей нельзя будет забеременеть, да, она снова не сможет насладиться материнством, то есть ее душа переродится в новое тело, однако она не пройдет свой урок, и пока она не будет проходить этот урок, она всегда будет перерождаться в то тело и будет заключать договор, который будет заключать договор с темными силами. Вот об этом здесь говорится. Хоть и говорят, что там Бритни Спирс очень похожа на Мэрилин Монро, да, и что это переродившаяся Мэрилин Монро, реинкарнация ее. Нет, неправда, просто женщины похожи. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео, да, я жду ваши комментарии, вопросы к этому видео, также прошу поставить лайк, подписаться на каналы, на закрытый канал на Бусти и в Телеграм-чат. Я вас очень люблю, до новых встреч!